Всем привет, меня зовут Алена Домрачева, я практикующий психолог, и сегодня мы разберем треугольник Карпмана, разберем три его роли: жертва, спасатель и преследователь, которых, я думаю, наверняка уже слышали, и придумаем, как это можно применять в реальной жизни, решая какие-то свои проблемы. Итак, начнем с трех знаменитых позиций: это жертва, спасатель и преследователь. В различных контекстах вы можете, по сути, занимать одну из этих ролей. Быть или жертвой, или преследователем, или спасателем. Что интересно, в зависимости, опять же, от контекста, вы можете менять свою роль. Например, с кем-то вы можете быть жертвой, а с кем-то вы можете быть спасателем. Очень часто, например, бывает у спасателей, когда они пытаются спасти другого человека, как-то ему помочь, и он никак не дается, он становится преследователем, то есть начинает вести себя достаточно агрессивно. Или преследователь. Он может быть, да, агрессором по отношению к другим людям, но если он вступит в какой-то контекст, где он будет чувствовать себя уязвимым, или, например, давайте вот так вот, кто ввел его, да, вот в эту роль преследователя, возможно, ну, допустим, родители, вот с ними он будет чувствовать себя жертвой. То есть в основном, конечно, мы можем, да, занимать одну из этих ролей. В большинстве случаев быть или жертвой, или спасателем, или преследователем, но все-таки позицию мы можем менять. И начнем давайте с жертвы. Жертва: бедный я, мне нужна помощь. Чувство беспомощности, страх, стыд, зависть. Жертва чувствует себя беспомощной и хочет, чтобы другие люди им помогли, их спасли, решили их проблемы. Мотив: потому что быть в позиции ребенка, не брать ответственность за свою жизнь. Он обычно не чувствует то, что вообще может как влиять на свою судьбу, решать какие-то свои проблемы, что у него есть на это силы, вообще другие какие-то ресурсы, да, какие-то возможности. На это могло много факторов на самом деле повлиять, опять же, или детство, или среда, какая-то просто неуверенность в себе, низкая самооценка. Поэтому выход из жертвы – это стать героем. То есть, наконец-таки, занять позицию взрослого человека и брать ответственность за свою жизнь. И тогда жертва наконец-таки будет свободна и может делать то, что ей нравится. Потому что особенность такая интересная у жертвы, что есть, например, даже ему попадется спасатель, и спасатель ему будет помогать, не всегда все-таки жертве результат будет нравиться. И поэтому у него есть потрясающая возможность все-таки, да, почувствовать эту свободу и делать то, что он хочет, и то, что ему нравится. Но за это нужно брать ответственность. Итак, следующая позиция – это спасатель. Я тебе помогу, почему бы тебе не сделать там что-то, быть каким-то таким. Чувство, вина, жалость, гордыня, мотив, желание самоутвердиться, быть нужным, значимым, хорошим. Почему спасатель спасает? Потому что так он чувствует свою значимость. Потому что когда он помогает другим людям, он понимает то, что его любят, его принимают, его ценят. То есть все идет от низкой самооценки, к сожалению. И очень часто как раз представители помогающих профессий и занимают роль спасателя. То есть они помогают не из-за желания помочь другим людям, не из-за любви к другим людям, а потому что так они повышают свою значимость. И какой тогда здесь выход? Это стать мотиватором. В первую очередь спасти самого себя. Не искать подтверждение значимости других, а найти в самом себе. Не брать ответственность за других, дать им возможность учиться и проживать свою жизнь. Потому что замечательного имеет мотиватор, мой мотиватор-спасатель? То, что он обладает знаниями, он обладает навыками, он умеет как-то находить информацию, ориентироваться в этом мире, поэтому он может помогать другим людям и направлять других людей, но все же лучше не брать за них ответственность. Потому что если мы берем историю, допустим, с жертвой, и обычно такая вот отличная связка – это как раз вот жертва и спасатель. Жертва всегда в уязвимой позиции находится, не берет ответственность за свою жизнь, а спасатель как раз берет. И помимо того, что он дает ему всего себя, он и решает за него его проблемы. И тогда жертва никогда не выйдет из этой позиции, потому что а зачем, если рядом есть спасатель? И если вы все-таки хотите выйти из этой позиции, выйти из позиции спасателя, помогайте другим людям, направляйте их, но не берите за них ответственность, потому что это все-таки их судьба и их жизнь.
И последняя позиция – это преследователь. Это все твоя вина, ты меня спровоцировал. Чувство, злость, страх, мотив, желание держать верх, самоутвердиться. Почему преследователь стал преследователем и почему он так себя агрессивно достаточно ведет по отношению к другим людям? Чтобы скрыть свою уязвимость. Потому что именно так он чувствует свою силу, что он может постоять за себя. У него на самом деле очень много боли внутри, очень много злости, которые он и проецирует на других людей, потому что часто подобные истории имеют не очень приятное прошлое, очень тяжелое прошлое, возможно, проблемы, опять же, с родителями, с какой-то средой. И поэтому для него, к сожалению, это единственный способ. И как тогда из-за этого выйти, потому что это все-таки приносит большой вред и самому человеку, тем более его окружению. Ну и самому, мне кажется, даже иногда и больше. Это стать философом. И в первую очередь принять и полюбить самого себя, поработать над самооценкой. Самоутверждение за счет других порождает еще больше злости и недовольства. Поэтому так важно найти мир внутри и снаружи. Потому что он не сможет на самом деле ничего добиться, если он будет постоянно унижать других людей и только так чувствовать из-за этого свою значимость. Но когда он проработает над своей самооценкой, он по-другому начнет относиться и к самому себе, и к окружающим людям, и наконец-таки почувствует вот это вот успокоение. Итак, надеюсь, этот небольшой разбор оказался для вас полезным. Если какие-то есть вопросы, пишите в комментариях, и удачи!